Друзья, подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы быть в курсе всех моих новостей. Ссылки под этим видео. Всем привет! В этом видео я расскажу, как я провожу свой досуг не только в деревне, но и за ее пределами. Также расскажу, что я собираюсь высаживать в новом садово-огородном сезоне, поделюсь своими планами, поделюсь своими обновками и также расскажу про наше с кошками бытование здесь в деревне. Сейчас февраль 2025 года. На улице стоит легкий морозец до минус 11 градусов. Периодически нас радует солнышко, и уже совсем скоро на подходе весна. Я продолжаю кормить синиц и снегирей под своим окном. Кстати, снегири прилетают исключительно в морозы, а вот синички даже в оттепель постоянно кормятся у меня в кормушке. И когда я выхожу утром на крыльцо, они начинают радостно щебетать и летать вокруг меня. Вот настолько они уже привыкли, что я их кормлю каждый день. I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you, my heart's been yours this whole time. Oh, I hope I show it, just in case you need to know. Кстати, помимо синиц и снегирей, ко мне прилетают иногда совсем неожиданные гости. Например, вот дятел решил тоже полакомиться семечками под окном. И периодически на своем участке я даже слышу заливистую дрель дятла. Вы только послушайте. Периодически свою тихую деревенскую жизнь я иногда разбавляю прогулками в город. Как, например, вот сейчас я снова нахожусь на выставке искусств «Арт-Мир», который проходит ежегодно в Нижнем Новгороде. Здесь можно найти все, что душа пожелает, от керамики до картин. Вот я даже купила открытки с картинами художника, который мне понравился на выставке. О нем я расскажу чуть-чуть попозже. Ну а сейчас я вам хочу показать инсталляцию современного искусства, которую сделала нейросеть. Искусство шагает в ногу со временем, и вот такие картины мы можем наблюдать сейчас на выставках искусств. Кстати, выглядит достаточно симпатично, особенно если разглядеть поближе, это картина из цветов. Вот так вот. Уже который год на этой выставке я любуюсь росписью на дереве, причем это в разных форматах. В формате картин, в формате посуды деревянной. Это выглядит очень-очень тепло, душевно. Вы только сами посмотрите. Глаза разбегаются, хочется купить все. Вот, все, что душа пожелает. Были бы только возможности. Вот, например, деревянные совы. Посмотрите, какие они милые. Различные птицы из дерева расписанные, картины с котиками на дереве. Очень хорошая идея. Ну и, конечно же, я любуюсь цветом. Всегда меня привлекает цвет в картинах и текстура. Кстати, в этом году моя любимая художница Наталья Тур привезла мою любимую картину на выставку, картину «Бабье лето» в оригинале. Вы только посмотрите. Кажется, что маленькая на видео, но огромная просто. 130 в длину и высоту. Почти 90 метр, наверное, да? На 85. Ай-яй. Еле вас нашла здесь. Прям в глазах уже рябит. Ну, у нас
нет, вот тут 87, наверное, тут больше этот, 132 на 87. Плитка, она даже в плитке есть. Здорово. Кстати, ее картины можно купить и на плитке, в формате плитки. И я даже подумываю над идеей украсить свою печь вот такой плиткой. Ну и, конечно же, на выставке меня привлекают все картины с котиками и деревьями. Вот, например, очень понравилась эта работа. Посмотрите, какая она красочная. Я бы, наверное, при желании скупила все, что мне здесь нравится, если бы позволяли возможности, конечно. Вот, например, очень нравятся вот тоже эти работы с изображением цветов. Посмотрите, как ярко. И очень понравилось то, что это прорисовано черным контуром, таким вот четким. И домик садовый, посмотрите, какой красивый. Очень мне понравились вот эти работы, одуванчики на окне. Вообще, по секрету вам скажу, картины на этой выставке когда-то в свое время меня вдохновили на покупку дома. А еще я приятно была удивлена, когда обнаружила на этой выставке стенд моей любимой нижегородской художницы Ольги Кругловой. Кстати, вот как раз-таки она здесь рисует картину, которую продадут вскоре на благотворительном аукционе аж за 1 400 000 рублей. Представляете? Вот так вот. И еще я была приятно удивлена своей находкой нового художника, который мне очень понравился. Это Леонид Баранов. Он рисует бабушек и дедушек, деревенские пейзажи в различных забавных ситуациях. В общем, посмотрите, как мило это все выглядит, очень атмосферно, очень много такого настроения душевности, теплоты деревенской. Сразу вспоминаешь своих бабушку и дедушку. Вот особенно понравилась вот эта картина, которая называется «Дед, у тебя зима, а у меня лето». Я даже приобрела несколько открыток с картинами этого художника себе на память. Вот, но, к сожалению, вот такой открытки не было. Но зато я сделала много фотографий, которыми поделилась у себя ВКонтакте. Там я написала целую статью с фотографиями тех картин, которые меня очень сильно вдохновили, которые мне очень-очень понравились. Так что фотографии на память и вам тоже будут в том числе. Поэтому проходите по ссылке под этим видео в мое сообщество ВКонтакте и любуйтесь этой красотой вместе со мной. Вот, кстати, работы, которые я сейчас показываю, это тоже художник Леонид Баранов нарисовал их. Посмотрите, какие милые персонажи. Особенно очень понравилась вот эта картина, где бабушка принесла деду в прорубь шубу, чтобы он согрелся. А вот эта картина уже другого художника. Называется она «Молодильные яблоки». Посмотрите, какая красивая. В общем, моя душа и мои глаза просто насытились всей этой красотой, и пришло время мне отправляться домой. Кстати, на выставке я была в первый день, когда не особо много народу еще было. Люди мне потом жаловались, что они стояли километровые очереди, чтобы попасть на эту выставку, представляете? В общем, набравшись впечатлений, я отправилась домой. Однако такие поездки мне обходятся не совсем легко, честно говоря. Я получаю очень много стресса от большого скопления людей. К сожалению, я уже отвыкла от города, и достаточно тяжело мне это дается. Потом много головных болей от таких поездок.
И я очень-очень рада вернуться снова в свой дом. Кстати, под моими ногами вот здесь очень хорошо искрится снег. Я постаралась снять вам эти искринки с помощью вспышки на своем телефоне. Надеюсь, вам очень хорошо их видно. Мне эти искринки снежные напоминают детство, Новый год, когда мама меня с утра везла на санках по морозу, по снегу в садик. Думаю, что и у вас тоже найдутся такие приятные воспоминания из детства с искристым снегом. Кстати, я научилась фотографировать звезды над своим домом. Этими фотографиями я делюсь у себя в Телеграме и ВКонтакте. А еще у меня начался сезон посадок. Я высадила семечки томатов и болгарского перца. В этом году я хочу посадить 2 сорта томатов. Один из них я уже сажала прошлым летом. Называется он «Бычье сердце розовое». А второй сорт «Полосатый шоколад» я еще не пробовала. Этот будет эксперимент. Высаживаю я вот в такие вот торфяные таблетки, семечки. Это очень удобно, потому что они очень хорошо там всходят. И потом я из этих таблеток всходы пересаживаю уже в большие глубокие емкости с землей, где будет расти полноценная рассада до высадки в грунт. Здесь наверняка начнут многие переживать, что я слишком рано начала высаживать рассаду. Однако я не переживаю за это, потому что томаты, они очень живучие, их можно размножать черенкованием, отламывать веточки, ставить в воду, они дают корни, и потом их можно высаживать как полноценную рассаду. Вот так вот у меня уже выросли томаты, посмотрите, вытянулись. Вот это бычье сердце у меня будущее, а вот это полосатый шоколад. Чуть попозже я их высажу в отдельные большие стаканы, чтобы они уже росли полноценно в стаканах больших, таких пластиковых. И вот у меня начал перчик болгарский всходить. Вот здесь у меня перец маврас, а вот здесь перчик богатырь с этой стороны. Ну, половинка на половинку. Кстати, сажаю я все вот таких торфяных таблетках, да. Но еще решила попробовать вот такие пробки. Я не знаю, из чего они сделаны. Это какой-то такой интересный материал, который в себя впитывает воду. Сейчас поближе попробую их показать. Вот так вот они выглядят. Семечко он там уже наклюнулось. Ну, типа что-то ваты какой-то, я не знаю, которая постоянно держит влагу. Но, если честно, в торфе всходы, вот смотрите, как быстро зашли. А здесь только-только начал наклевываться начали семечки. Здесь еще я посадила арбузы, дыни, тыквы разных мастей. Причем арбузы и дыни, семечки я брала из... Вот, покупала магазинные арбузы, магазинные дыни. Брала оттуда семечки, здесь высадила рассаду. Не знаю, что взойдет, что вырастет, что нет. Вот. Тыквы я, кстати, брала свои семечки. И также мне подписчица присылала эти семена тыквы в прошлом году. Я их не все посадила. Вот мне тыквы, кстати, понравились. Тоже их я вот здесь где-то посадила. Я их все подписала, но не запомнила, где конкретно что. Еще я купила себе семена, вот такие вот арбузы и дыни, какие-то французские, они со 100% всходом, как по отзывам, по крайней мере, я смотрела на Валберес. Триша, что ты мяукаешь? Вот арбуз называется Ливия, дыня Мазин. В общем, все довольны по отзывам, и я попробую тоже посадить. Жду вот, когда приедут ко мне горшочки с Валберес для рассады еще дополнительно, и посажу их в этом году, посмотрю, как они у меня вырастут. Сажать буду тоже в феврале, получается, да, пораньше, и под укрытие на этот раз. В прошлом году мои арбузы и дыни побил град, к сожалению. Вот, надеюсь, что в этом году удастся вырастить. Еще я буду сажать огурцы, но буду сажать их в открытый грунт, конечно же, вот такие хочу купить, еще их не заказала. И еще один сорт огурцов я планирую покупать, вот такой вот еще. В общем, 2 сорта огурцов у меня в этом году будет. Буду их сажать, как и в прошлом году, в открытый грунт и подвязывать на шпалерке. Еще я хочу заказать очень много разного сорта всякой кукурузы. Вот такой вот поназакажу всякой побольше. Хочу большое поле кукурузы посадить в этом году. И вот такую еще я себе присмотрела. Вот такая сахарная кукуруза. Вот, у меня будет целое поле кукурузы. В прошлом году я ее сажала.
И ела прям молочную из куста, не дождалась, когда она созреет. В общем, у меня терпения не хватило, я быстро все съедала. В этом году надо посадить побольше. Еще я планирую посадить очень много подсолнухов. Вот здесь вот, кстати, скороспелые сорта. Я зимой кормлю птиц, и мне нужно, чтобы побольше семечек на зиму было. Вот еще вот такие я себе присмотрела. Подсолнухи побольше, которые сорта. В общем, буду заказывать разные, пробовать всякие. Буду смотреть, какие больше всего дают семечек и больше всего запасов на зиму. Еще я буду сажать много видов всякой зелени, как в прошлом году. Вот посажу базилик и шпинат обязательно 100%. Шпинат я очень люблю, базилик тоже иногда там в мясо еще куда-то добавляю. Петрушечку, вот сельдерей попробую посадить, вот еще один шпинат. Укроп 100% с петрушкой у меня будет, рукколу еще я посажу. В прошлом году я тоже ее ела с удовольствием, даже заморозила на зиму. Еще вот здесь базилик какой-то, один вид базилика, да? И крест-салат вот еще какой-то. Ну, еще вот такие шпинаты я себе с рукколами присмотрела. Пока не заказывала. Жду весенне-летние посадочных работ, и тогда буду заказывать. Ну и, конечно же, посажу кабачок. Но в этом году я тыкв посажу больше, чем кабачков. Кабачки я зимой практически не ем. У меня все практически мама забрала. Кабачки мне больше нравится есть такие, знаете, молоденькие, маленькие. И, как правило, они только по весне там бывают, да, как в начале лета. Потом они уже разрастаются. И большие уже как-то не хочется есть. Поэтому я буду сажать очень мало в этом году кабачков. А тыкв, наоборот, посажу побольше. Потому что я из них и соки делаю, и жмых, там кашу добавляю, и пеку мясо с ними. Еще у меня в планах купить саженец лимонника китайского и посадить вот как раз вот на эту грушу, которая сухая уже перед моим окном стоит. Мне жалко ее спиливать, потому что, видите, тут птицы постоянно на ней сидят. И очень жалко, в общем, короче, спиливать. Но летом она сухая, выглядит некрасиво. Посажу у ее основания вот этот лимонник китайский. Он ее обовьет, ну, как вьюнок она растет, да, обовьет его, будет очень красиво смотреться, как натуральное дерево. Вот. Кто-то, кстати, говорит, что оно упадет, Наташа. Ну, во-первых, оно уже подспилено. Вот видите, вот эта ветка спилена. Вот много веток в прошлой осени было спилено на нем. И оно не выше моего дома. Как оно упадет в мой дом, если оно даже до крыши практически не достает? Вот основной ствол у него даже ниже крыши, можно сказать. Вот, кстати, еще один лимонник китайский. В общем, я какой-нибудь саженец закажу и посажу обязательно. Также я буду сажать в этом году морковь на ленте. Вот такой вот я заказала. Мне пришлют, и ее намного проще будет сажать. Надеюсь, что в этом году у меня будет более крупный урожай моркови. И не нужно будет с ней заморачиваться. Еще, конечно же, я буду сажать редис в этом году. Я очень люблю по весне редиску, салат из редиса делать. Но все это буду сажать, конечно же, в открытый грунт. Еще я заказала вот такой вот баклажан Шарапова. Тоже его уже, кстати, семечки посадила. Посмотрю, что вырастет. А еще я хочу посадить в саду кустик айвы японской. Она еще называется хиномелис. Буду заказывать саженцы на Вайлдберрис. Посмотрите, какая красота. Где-нибудь возле забора посажу, буду любоваться из окна им. Еще я хочу посадить горох. В этом году подвязать его на шпалеры, чтобы он у меня хорошо рос. Пока еще не выбрала, какой именно я буду покупать. В общем, думаю, пока до весны еще время есть. В общем, вот такие у меня планы, друзья. Возможно, еще что-то придумаю. К весне всякое буду еще что-то досаживать, додумывать. Пока это такой предварительный список, можно сказать. Посмотрим, что я еще весной посажу. Еще отдельное видео для этого сниму. Так, хвастаюсь обновками. Купила себе вот такой вот чайник на газовую плиту, потому что у меня электрический, почти там крышка отвалилась. И экономно, электричество экономит, и красиво. Мой любимый цвет. Из прочной нержавейки он сделан. Дно у него капсульное какое-то там тройное. Ручка в силикон, не будет плавиться. Держатель носика тоже у него из силикона, очень удобно. И такой же фирмы кастрюлька. Я уже в ней суп варила сегодня. Опять буду супчик варить из индейки. Очень удобно. Видите, ручки не плавятся. У меня на старой кастрюле пластиковые ручки. И от них так воняет, когда на газовой плите готовишь. Вот, а это прям красота, я рада. Здесь, кстати, держатель, видите, какой тоже металлический. Вот, такая у меня обновочка.
Вот, кстати, вот так свистит чайник у меня. Смотрите, как пар из него валит. И кошки, смотрите, как беспокоятся по этому поводу. Все сбежались, суетятся. Кстати, погода этой зимой очень удивляет. У нас постоянно иней на деревьях. Из-за большого перепада температур то оттепель, то морозы, и деревья практически всю зиму стоят в красивом вот таком вот инее. Из-за такой атмосферы кажется, что будто бы попадаешь в сказку «Морозко». Там вот-вот из какого-нибудь дерева, из-за какой-нибудь ели выйдет Дедушка Мороз и начнет спрашивать, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная. Вот такая вот сказка у нас вокруг. В такую погоду я люблю выйти прогуляться на участок, полюбоваться деревьями в инии, пофотографировать красивые фотографии. Кстати, если вы хотите посмотреть на мои фотографии, подпишитесь на мой телеграм, на сообщество ВКонтакте, также на Дзен. Я частенько там выкладываю красивые фотографии для вашего вдохновения в том числе. Вот такой вот красивый иней на ветках, пушистый у нас. Иду, значит, за границей своего участка. Хочу сходить. Сейчас ходила по своему участку, ушла там в конец, и за мной побежала белка. И вот она как-то пролезла под забором, вылезла за пределы участка и ходит вдоль забора, не знает, как залезть обратно. Ой, слушайте, так натоптано здесь. Смотрите. Тут прям целая дорога, постоянно кто-то ходит, видимо. То ли кошки, то ли еще кто-то. Вон, видите, какой след интересный. Дорожка какая-то прям. Кто-то прям тропу натоптал. Да. Может быть, Вася обход делает, но он же как-то слишком много лап. И крупные лапы, кстати. Не похоже на кошачьи лапы. Вот еще эта дорожка целая. Прям тропа протоптана, понимаете? Вон она аж туда идет. Есть даже подозрение, что это косули. Смотрите. Похоже даже на копыта чем-то. Боже, какая тут тропа. Вот, прям видно, что лапы. И, скорее всего, лисьи. Потому что мне соседка говорила, что она выходила на крыльцо и прям днем, представляете, днем видела лису, которая подошла к этому участку, к нашим участкам. У нас участки с ней стоят вплотную. И вот она была... Боже, как тут натоптано-то. Неужели это Вася так натоптал? Ни за что не поверю. Прям целое тут это. В прошлом году было очень снежно, кстати. И вот этих следов, ну, было мало. То есть они были, но было мало. Но тут, смотрите, прям целая трасса. Вот мой участок, граница, да, ели голубые. Здесь, смотрите. Вау, как натоптано. Сейчас я вот белку хочу поймать. Белку местную хочу поймать. Где эта жопка маленькая? Неужели она залезла обратно? Вот тут она как-то дырку нашла под забором и вылезла. Я вот здесь вот стояла, и она за мной побежала. Ну-ка. Белка! Вот сейчас лапы ее найти. Вон, смотрите. Видите, лапы какие? Скорее всего, лисьи. У нас собаки хоть и есть в селе, но они не бегают, ну, недалеко от улицы, то есть они не убегают никуда. Прям видно, топтался кто-то, вон, видите, смотрите. Прямо вокруг моего участка. Надо же так. Прям тропа. И прям вон туда уходит куда-то след. В кусты. Ну, белки тут нет. Она, наверное, забежала домой. Видите, сколько у меня хвороста понакидано в конце участка. Чтобы вы понимали, сколько я спилила прошлой весной, да? Ну, как я.
мне спилили. Я, конечно, помогала пилить, но не в таких масштабах. Туда, кстати, след тоже вот какой-то тут идет. Вот он. Интересно. Здесь глубокие сугробы. Вот куда-то туда. Да, к речке идет след. Ладно, пойду, значит, на участок. Значит, белка на участок забежала, скорее всего, раз ее тут нет. Ну и в итоге я обнаружила эту хулиганку у себя в саду на груши. Вы посмотрите только, ну чем не белка? Мне кажется, это новый вид, новая порода какая-то белок нижегородских, которую можно назвать пирожочек пухленький. Да, вот такая вот у меня белка в саду водится. Белка научилась лазить по крышам. Вася ее научил. Через грушу забирается на крышу. И вот я не знаю, как она отсюда теперь слезет. Сидит там. И не знаю, вот как она будет слезать. Белок, давай слезай, давай иди сюда. Прыгай оттуда. Тут невысоко. Кс-кс-кс. Вот жопка. Друзья, прислали мне тут чайник. Wildberries прислал. Вот упаковка. Вот так вот он должен выглядеть. Но мне, похоже, прислали не ту модель. Понимаете? Ерунда какая-то. Смотрите. Ну что это за чайник? Какой-то он, смотрите, вообще не похож на то, что на коробке нарисован. Как вы думаете, нормально такой чай греть будет, такой чайник? Какой-то он слишком белый, пухлый, еще и мохнатый. Еще с ушками и с усиками. Наверное, это чайник для кошек. Как вы думаете, возврату этот товар подлежит или нет? Может, оставить себе, пригодится. К нам стали ходить коты. Смотрите, как Кнопа хвост распушила. А там сидит кот соседский, не кастрированный. Он уже стал к нам приходить. Прошлой весной у нас был. И этой весной. Ну как весной? Еще февраль, но он уже у нашего порога. Девчонок наших баламутит. Пугает их. Эй, товарищ! У тебя все хорошо? Ты почему пришел к нам? Ну-ка, давай уходи. У меня девочки тебя боятся. Чего ты пришел? Вот такие у нас кошачьи приключения. А я на выходные обычно затапливаю баньку. В этот раз в оттепель дрова отсырели. Посмотрите, как они дымят. Не было такого за зиму ни разу. Но в этой зимой очень тепло. И поэтому дрова сыреют периодически от оттепелей. Но зато какой красивый дым. Кстати, баню я топлю спиленными сухими яблонями и грушами. Получается невероятный просто аромат от этих дров. Обожаю топить ими баню. И также готовлю шашлычок на этих же дровах. Получается очень вкусно. И даже, знаете, я подумываю покоптить что-нибудь на этих дровах. Но пока изучаю технологию копчения, посмотрим, что у меня получится, не получится. Ну вот и все, друзья. Благодарю вас за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.